Готовлю суп с солеными огурцами и фаршем. Вернее, с очень маленькими ленивыми фрикадельками. Руки остаются чистыми и готовлю очень быстро. В кастрюлю с водой добавляю 2-3 лавровых листика и несколько горошин душистого перца. А еще добавляю несколько штук замороженных серединок сладких перцев. Заготавливаю летом. К фаршу добавляю 1 чайную ложку соли, половина чайной ложки порошка сухого чеснока и около 1/3 чайной ложки черного молотого перца. А также добавляю 1 сырое яйцо. А еще добавлю замороженную зелень. У меня петрушка и укроп. Беру вилку побольше и все перемешиваю до однородности. У меня фарш смешанный с добавлением говядины. Около 250 грамм. В ложку набираю фарш и другой ложкой отбираю маленькими кусочками фарш, как бы очень маленькие фрикадельки. Делаю это над кастрюлей с закипевшей водой. Фрикадельки падают в горячую или в кипящую воду. А теперь перемешиваю, чтобы фрикадельки не слиплись между собой. И в воду еще добавляю 1 чайную ложку соли. А вы на канале готовим с вами вместе. Очень удобно, когда в холодильнике уже есть очищенные лук и морковь. Беру большую луковицу и ее половину нарезаю кубиками, а вторая половина луковицы пригодится попозже. Еще беру небольшую морковь и нарезаю. Люблю нарезку соломкой. На сковороду наливаю растительное масло и добавляю подготовленный репчатый лук. Сразу перемешиваю с маслом, так он будет обжариваться равномерно. А пока лук обжаривается, подготовлю картофель. Картошку тоже нарезаю почти соломкой. Не забываю помешивать лук, чтобы не пригорел. Фрикадельки закипели и на небольшом огне проварились минут 10. Пора добавлять картошку. Перемешала. Картошка закипит и будет вариться до готовности. А в это время лучок зарумянился на сковороде и добавляю морковь. Точно так же сразу перемешиваю. Картошка кипит, морковь обжаривается и подготавливаю соленые огурчики. Также нарезаю соломкой. Еще буду использовать домашний томатный сок. При заготовке в него добавляю сладкий перец, душистый перец и гвоздику. Его вполне можно заменить томатной пастой. Морковочка с луком зарумянились и можно добавлять томатный сок. Около 3-4 столовых ложек. Перемешала и пусть жарится. Кстати, крышку от банки с томатным соком изнутри я смазываю любой горчицей. Так он долго не киснет и плесень не появляется. Зажарка жарится на медленном огне, а картофель, наверное, уже сварился. Проверяю. Картошка хорошо разламывается вилкой, значит готово. И только теперь добавляю огурцы. Если добавить раньше, то кислота огурцов не даст картошке свариться быстрее. Перемешиваю. А теперь беру отложенную половинку лука и нарезаю полуперышками и как можно тоньше. И разбираю на перышки. А за это время зажарка готова, выпарилась лишняя жидкость. Соленые огурцы прокипели минуты 2-3 точно. И в кастрюлю отправляю всю зажарку. Размешиваю. И, конечно, отправляю остатки со сковородки. Сейчас самое время попробовать на соль. И если надо, еще досолить. А теперь добавляю в суп тонко нарезанный лук. Он придаст супу приятную пикантную нотку. Перемешиваю, и от закипания он должен готовиться минуты 2-3, не больше. Если суп получается очень густой, то добавляю горячей воды. А теперь натираю зубок чеснока или пропускаю через пресс. Подготавливаю замороженную зелень. И отправляю в суп зелень и чеснок. Перемешиваю. И как только суп закипел, сразу выключаю. И вкуснейший суп с солеными огурцами и ленивыми фрикадельками готов. Даю настояться хотя бы полчаса. Спасибо за просмотр, комментарии, лайки и подписку. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!